Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу с вами поделиться замечательным рецептом тортика, который готовится очень просто и легко. Получается нежным и воздушным. Нам понадобится 1 литр молока. Готовая смесь для пудинга. У меня карамельно-персиковая. И, конечно, персики. 100 грамм галетного печенья. И 2 банана среднего размера. И начнем мы с того, что почистим бананы. Нарежем на кружочки примерно по 3-4 миллиметра. Примерно вот так. Теперь также на дольки нарежем персики. Персики у меня консервированные. Тортик получается очень вкусным и даже каким-то весенним. Очень приятно съесть такой тортик в зимние вечера холодные. Фрукты приготовлены. Форма у меня 28 сантиметров в диаметре. На дно формы я укладываю в произвольном порядке бананы. Вы можете использовать любые фрукты, которые у вас под рукой, или сезонные. Теперь сверху бананов выкладываем персики. Можете выкладывать произвольно, я их выложу веером. Тортик настолько простой, что с ним справится даже начинающий кулинар. Вот так у нас примерно все выглядит. Сверху укладываем печенье. Внахлёст одна печенька накрывает другую. Все подготовлено. Молоко я довела до кипения. Добавляю туда смесь для пудинга. Если у вас нет карамельно-персиковой смеси для пудинга, ловите лайфхак. Добавьте немножечко куркумы на кончике ножа, и будет у вас замечательный желтенький цвет. Все хорошо перемешать. Поставить обратно на огонь. Довести на медленном огне до кипения, постоянно перемешивая. Как только закипит, кипятить 1-2 минуты и затем убрать с огня. Все готово. И теперь добавляем горячую, только что с огня, молочно-пудинговую смесь. Заливаем аккуратно по периметру фрукты и печенье. Печенька у нас всплывает. Это как раз и будет основа нашего тортика. Можете взять форму поменьше, тогда он будет более высокий. Дадим полностью остыть при комнатной температуре. Затем накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 3-4 часа. Спустя 4 часа все хорошо схватилось. Теперь нам надо вынуть наш тортик из формы
И вот такое солнышко у нас получилось. И раз он у меня карамельно-персиковый, сверху я его украшу карамельным сиропом. Карамельный сироп очень хорошо сочетается с бананами и персиками. Будет очень вкусно. Все хорошо украсили. Тортик совершенно не сладкий, поэтому не пугайтесь, что карамельного сиропа много. Совершенно немного. Тортик легкий, воздушный, фруктовый. Очень советую вам приготовить. Сверху можете украсить орешками. У меня орехи грецкие и фисташки. Я их слегка обжарила на сковороде и украшу сверху. Можете миндальными хлопьями, можете просто бисквитной крошкой украсить. И вот наше солнышко готово. Карамельное солнышко в зимние вечера. А теперь самый волнующий момент. Я буду разрезать тортик, и вы увидите, какой он получился внутри. Режется как масло. Очень нежный. И посмотрите, какая красота внутри. Бананы, персики. Основа из галетного печенья. Это не просто вкусно, это очень вкусно. А желтый цвет создает нам настроение и напоминает о теплых солнечных днях. Готовьте с любовью, готовьте с удовольствием. Делитесь с друзьями рецептами, экспериментируйте. Вот такая красота. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте ставить лайки, дизлайки. Мне все будет очень приятно. Спасибо за просмотр. Приятного аппетита. До новых встреч!